частенько звонят клиенты, которым мы смонтировали систему, и говорят, вот гудит редуктор, прям гул стоит по всей квартире. И мы часто приезжали, думали, что это брак, меняли, потом что-то менять заколебались, решили позвонить техническому специалисту и спросить, а какого хрена он гудит? Алексей, расскажи, пожалуйста. Ну, на самом деле есть зона комфортной, наверное, работы редуктора при скорости 1-2 метра в секунду. Так. И если брать, обычные бытовые редукторы, которые ставятся в квартиру, полдюймовые, то это от 10 до 22 литров в минуту. Поэтому, если будет меньше расход на потребителя, например, открыли просто кран не полностью один, то редуктор может издавать небольшой шум. То вибрация передается на корпус редуктора и дальше производится уже, соответственно, дальнейшая вибрация на весь трубопровод. Услышат весь подъезд. И то же самое произойдет, если включить одновременно большое количество потребителей. Как только превышается скорость движения жидкости на самом клапане редуктора, здесь гул будет еще отчетливее. Первый критерий – это правильный выбор редуктора, но для всех квартир достаточно диаметра полдюйма. От 1 до 3 потребителей. Это будет абсолютно бесшумная работа. Алексей, а скажи, пожалуйста, вот правильно ли мы делаем? Устанавливаем один узел ввода, но 3/4 диаметра на 2 санузла, допустим, и кухню. 2 инсталляции, ванна, тропический душ, гигиенические души, кухонная мойка, стиральная машинка, посудомойка. Или можно ставить 1/2 и не париться, зачем удорожание так систем? Ну, на полдюймовом редукторе можно открыть 2-3 потребителя, и это, наверное, стандартные потребители. Мойка там, допустим, душ, ну и запущена какая-нибудь, может быть, стиральная машинка. Все, это максимум для 1/2. Это максимум для бесшумной работы, редуктор диаметром полдюйма. Поэтому, если нужно больше одновременное использование потребителей, конечно, здесь диаметр 3/4. Гул происходит из-за низкого водоразбора и также из-за высокого. Все верно. То есть есть определенная грань, которую должны знать.